Приветствую всех на канале. 23 апреля. Вот как поживает перец. Уже полностью покраснел. Еще немножко подожду и буду срывать. Плодоножка пока зелененькая, все нормально. Так, второй перец уже начинает желтеть. С этой стороны даже оранжевенький немного. Так что через недельку он тоже будет красный. И вот как разросся куст. Вот такой перец. Вот еще один перец Carolina Reaper. Вот так он выглядит. Это покупные семена, заказал на сайте. Уже он начал цвести. И также есть первый плодик. То есть завязался уже первый перец. Первые цветы начали опадать. Первая волна цветения. Вторую я брызнул монофосфатом. В принципе, он перестал сыпаться. Вот теперь он выглядит вот так. Это перец Буджелокия красная, удлиненная. Вот так выглядит перец. Тоже покупные семена. Перец начал цвести. Также обработал монофосфатом. И начали завязываться перцы. То есть вот такие перчики маленькие висят. На этом перце я уже заметил 6 или 7 завязей. Ну вот, собственно, Буджелокия удлиненная красная. Дальше перец Буджелокия красная, не удлиненная обычная. Тоже покупные семена. Тоже уже цветет вовсю. Также обработана монофосфатом. Пошли первые завязи. На этом перчике уже или 3, или 4 есть завязи. Тоже он такой высокенький, длинный. В целом выглядит перец вот так. Дальше у нас перец Seven Pot White. Вот они оба. Пока что еще не цветут. Скорее всего, не хватает им освещения. В целом выглядит более-менее. Так, дальше еще есть Carolina желтая и Carolina коричневая. То есть желтая Каролинка по приземистее выросла. Начинаются первые цветочки. Так что скоро будет цвести. Так, коричневая Каролина. Также начинают появляться первые завязи. Посмотрим, будет сыпаться или нет. Думаю, успею обработать монофосфатом. И что-то оставим на этих перцах, на этих перчиках. У желтой Каролины из первой развилки 3 ветви. Это пока единственный перец, у которого 3 ветви. В целом выглядят тоже более-менее. Вот видно, как они стоят у окна. И все листья повернуты к окну. Этот перец также. Дальше покажу рассаду, которая стоит в ящике. Тут много сортов перцев. Сейчас буду доставать и показывать. Вот так они подросли за это время. Перец халапеньо Purple. Вот такой красивый перчик вырос.
Уже даже появилась развилка и первые завязи. А до высадки в грунт еще 3 недели. Так что в следующем году буду халапеньо садить позже. Из особенностей у перца полностью фиолетовые семидольные листья, ствол, прожилки у листьев. То есть вот такой интересный перец с интересной расцветкой. Например, тоже халапеньо, только оранж. Вот его листики. То есть как-то так. Потом дальше у него есть уже пасынки. Видно, что ему нравится это освещение. Так, дальше. Халапеньо оранж. Ну, ничего особенного, перец и перец. Ну вот выглядит как-то так. Дальше халапеньо браун. Также появилась первая развилка. Ну и в общем появляются первые цветы. В следующем году можно на недельку позже садить халапеньо. Так. Тоже халапеньо браун. Это обычный халапеньо. Не так активно растут, как другие. Но там и семена такие были. Сомнительного качества. Потом дальше халапеньо purple. Еще один вылез. Этот вылез в нормальные сроки, а этот через 2 недели после вот этого перца. То есть он такой маленький. Тоже видим фиолетовые семидольные листья, ствол. В общем, вот такой интересный перец. Так, дальше по хабанеро пойдем. Это у нас хабанеро Red Savina. И вот видим сразу отличие, да, хабанеро, сверхострый перец от острых перцев халапеньо. То есть они все такие приземистые. Хабанеро пич, персиковый хабанеро. Ну, так же само выглядит. Дальше хабанеро оранж. Это я семена сам собирал. Вот такие перчики. Выглядят красиво. В целом неплохо. Так, дальше. Криола де кокино. Это сладкий перец. Это он тут затесался острым. Такой красивый перчик. Так, палец Петра. Или Петер Пеппер, также его называют. Это такой интересный перец. Вот фотография. Посмотрим, что у нас получится из этого перца. Очень интересно будет. Этот же перец. Еще один. И еще один. В общем, много будет этих перцев. Потом бараний рог желтый. Ну, это так, ничего особенного. Позже где-нибудь увидите. Бараний рог красный. Это все то же самое. Хабанеро оранж. Есть где сажу хабанеро по одному. Тех, которых семян много, сажу по 2. В общем, пробую по-разному. Богатырь. Это тоже сладкий перец. Тоже богатырь. Тоже сладкий перец. Вот он стоит, качается. Подсыпать надо будет грунтика в него. Больше всего хотел насадить каенских. У меня было 4 сорта разных. Но из каенских проклюнулось только удлиненный каенский. Поэтому вот такие перчики. Также уже первая развилка. Цветы пошли. В общем, немножко рановато.
Да ничего страшного. Думаю, все будет хорошо. Бараний рог, палец Петра, халапеньо оранж, криола де кокино. В общем, все остальные перцы повторяются. Также вот как выглядят томаты. Видно, что подросли, но за это время они должны были подрасти, конечно, побольше. Видим, что некоторые у меня немножко болеют. Есть, которые отлично выглядят и растут. Вот как, в принципе, за этот срок они должны были вырасти. Вот этот хороший. Вот этот более-менее. Ну, в общем, есть, которые более-менее растут. Есть, которые не очень. Это все от того, что они у меня тут постоянно переливаются. И вот, в принципе, такое и происходит. Вот как выглядят баклажанчики. Баклажанчики вообще молодцы. Отлично выглядят. Видно, что не болеют. С ними все нормально. И тут еще партия томатов. В общем, растут. Так, эти томатики получше выглядят уже. Вот такие красавчики. Так, и тут приспособил. Стоят у меня перцы сладкие. По сортам я уже не вспомню, ну, 5 сортов зашло. И с острыми там еще 2 или 3 сорта. В общем, будет сладкого перца еще 8 сортов. На этом у меня, друзья, все. Встретимся в новых видео. И до свидания.